пока ЗСУ превращает в фарш мясников, касапов, как верно назвал их Байден, как-то, знаете, мы его назвали, это же тюркское слово касап, ну, по отношению к таким переносным смысле, конечно, да, да, как его звали перед выборами крымские татары Джафер Ага, Джо Байден, да, есть такое имя Джафер у крымских татар. Джафер Ага все правильно сказал, касапы. Касап, Путин, кто касап, кто его паства? Касапы, мясники. А мы продолжаем разговор про более, вроде как таких, про мясников, которые такие, они ничего ножа в руках не держали, такие слюнявые, отпрыгивают все время от капелек крови, такие, ой, мы все тут в белом, мы тут не стояли, мы тут вот это все, да. Но мы-то не слепые, как бы, вот. Они думают, что, типа, закрыл глаза, спрятался, но интеллект у них, правда, на низком уровне, но у нас он на высоком. Поэтому продолжаем. Итак, кто же они? Кто же они, эти музыканты, эти режиссеры, там, актеры, все эти птенцы гнезда Суркова? Я имею в виду таких лиц, ну или как у антилюдей, я не знаю, обратная сторона лица, как называется, этих антилиц, таких антилиц, как Шнур, подстилка путинская, как некая Диана Арбенина, «Ночные снайперы», была такая группа у нее с такой же, в общем, невыразительной подружкой. Вот, потом они разбежались по баблу, конечно же, как всегда бывает, там изображали из себя, по-моему, лесбиянок фейковых, там, не знаю, вообще, мне кажется, от них всех белым порошком просто на километр и такой херовой травой, потому что у них все время вид какой-то прибитый, приплющенный какой-то вид, припыленный. Но и вот она, значит, это Арбенина, начнем с нее, а так много сильно про них не будем. А Арбенина поет песню в Челябинске на сцене стоит там и поет типа «Не молчи». Так называется песня. И там слова «война» нет, и вот «не молчи». Нет, там здесь «чужая война», там «Украины» нет. Что-то «чужая война», «на-на», «тра-на-на». Они же, вот эти русские рокеры, так называемые, их вот эти отпрыски и личинки, они же всю жизнь поют одну песню. Да? Как Чапла Хаматова играет одну роль плачущую, так и вот эти всю жизнь ноют. Вот это нытье, что роком у нас зовется, да? И вот, значит, этим ноющим голосом, значит, не молчи, не молчи, не молчи, с подвыванием. А мы открываем интернет, я просто сам помню, а вы можете нагуглиться вдоволь, да, если есть интерес, и расшарить это в других странах, чтобы знали, кто это такая. И вот такой голос «Спасите, заберите меня из Челябинска». Она вдруг увидела войну, вдруг это чужая война. А когда-то в 17-м, по-моему, году со Шнуром по путевке Суркова туда собирали специальные группы, с ними договаривались. Вот эти фестивали, они же не прибыльные, это же государственная пропаганда. Это фестивали в Крыму. Все эти выступления этих звезд, Шнур там со своими вот этими выблетками, значит, Арбенины все эти полулиберальные, это все друзья Суркова, это его круг общения. Это звезды кремлевских корпоративов газпромовских, да, всех его друзей, там, подруг там всяких, ну и так далее, да, это же круг, они там зарабатывали так, потому что на концертах там нытьем много не соберешь, да, и вот они собирают пул фестивальный, Шнуру говорят, так, давай, Сурков говорит, так, звонит, Шнур, давай это самое, своих тут пошерсти. Так, вот, и он ему такой, а вот Диана Арбенина, а кто такая? Ну, это из группы «Ночные горшки», помнишь? А, да, ты что-то там помню, да. А что она? Ну, она говорит, что вот вроде как Крым, вроде как вот это вот Украина, вот это, а как я потом буду вот это вот в Украине? Он, чё, бля? Ну-ка скажи ей, быстро жопу подняла, быстро в Крым собралась, да. Вот. И этот Шнур говорит, ну, а может, еще Макаревич и Гремячков? Нет, Сурков говорит, у них другое задание, они на другом уровне нам нужны, вот эти пусть гастролируют в Украине, главное, чтобы рот не открывали про Крым. Вот. А это давай сюда, просит еще гонорар, ну, досыпем, давай, олигарх, как кто там, давайте сюда, еще давай, хер с ней, десятку сверху дадим. Чтобы как бы девственница не строила из себя монашку, да? И вот она уже во всех позах в Крыму на фестивале. Рядом облавы на крымских татар. Рядом фейковые уголовные дела. Рядом похищенный и замученный Ришат Аметов с 3 детьми. В этот же самый момент, в этот же самом Крыму. И как нет оккупации, есть солнышко. Ну, это ее
перхотной подружки Земфиры, на которой все время чешется почему-то, вот, у нее, про нее, кстати, можно отдельно потом поговорить, но у нее ума хотя бы хватило, что-то там, вот, что-то там между порошком и травой, ее, вот, там, может быть, и на Г, что-то ее торкнуло, что в Крым все-таки ехать не надо. И, по крайней мере, мы не знаем, была ли она там, но она откупилась от Суркова, таким образом, она говорит: Слав, я запишу песню «Крым», такую лирическую, про любовь, про Крым. Я не буду мы вне политики же. Ну пиши, все, ладно, хер с тобой, пиши. Ну и с другой стороны, можно деньги украсть больше, чем платить этим, так сказать, потребителям порошков, да, таким дорогостоящим. И пыль в глаза пускала, Земфирочка наша. А на Арбенина это такая Земфира Light, Земфира low level такая, да, такая немножко опущенная по сравнению с Земфирой оригинальной, да. Вот эти все имитаторы всего. И вот эта Арбенина, Дианочка с шнурочком, который просто очень дорого стоил, да, и стоит. Сейчас он когда-то сдрыснул, говорят, да. Арбенина в Челябинске, а ты где, чувачок? Где ты теперь-то? Лямку тянешь кремлевскую. Не на телеканале уже уволили, да, с этого RTVI, это Russia Today для идиотов русско-либеральных. Бывает, все бывает, да, жизнь как раскидала это крыс с этого тонущего крейсера Мумута, а как разбежались-то, да, ничего, мы их всех соберем, покажем всем, что это именно крысятничество на деньгах, за чужую кровь они готовились пить чужую кровь, тут им стало страшно, кровь льется украинская, а крысы с крейсера Муму разбегаются. Нет, Дианочка, гастролировал, войну надо было видеть, 8 лет все эти, не гастролировать в концлагере размером с Крым, да, не молчать про судьбу беженцев с Донбасса, про их разрушенные жизни, не молчать про убитых мирных и военных, которые ни в чем не виноваты, что ваши твари сюда пришли, оккупанты. А ты молчала, фестиваль в Крыму, фестиваль, да, ой, а сейчас у нас, извините, у меня корпоратив Газпрома, завтра Тюмень-Трансгаз, да, ах, вот так вот, да, а теперь заберите меня из Челябинска, я не могу молчать, я против войны, дайте мне вид на жительство какой-нибудь европейской страны, а то и все, я ее просрала там не знаю, там по обкурке или, может, просто задумалась, да, что-то, тут все сбрызнули так технично уже, есть виды на жительство, да, у некоторых даже и гражданство есть британские. А тут что-то она провтыкала. Ну ничего, там может Шнур где замолвит слово, где он там, в Израиле или где, ну что еще замолвит. Ну а мы со своей стороны тоже замолвим словечки и израильским миграционным властям, и политическим властям, и разведке, конечно. Я думаю, что за ним надо следить, конечно же, обязательно. Израильская разведка, аналитики должны следить за этим выводком птенцов гнезда Суркова, за этими мелкими стервятниками и трупожорами, за этими товарищами, из-за которых льется кровь, которые прикрывали, а теперь прикрывали рейх, а теперь раздвинули, так сказать, вот, и давай там ныть, плакать. Не-не-не-не-не. Вы по согласию, вас никто не насиловал, вы все по согласию и за деньги. И мир должен весь об этом знать. Про вас, русско-либеральных мастеров ртом и гравцев ротом, да. Не-не-не-не, не получится так. Знаешь, рот закрыл, рабочее место убрано, я тут ни при чем, все. Не видела, тут вижу, тут не вижу, держите меня, я своя. Не-не-не-не, нигде вы своими не будете. Здоровая абсолютно русофобия будет нарастать, если с вас найдутся люди, которые на концертах везде с вас спросят. Если возьмете флаг украинский в руки, вырвут у вас этот флаг и дадут вам что-нибудь другое, да, вот, поэтому мой лозунг такой: ніхто не забуто и ничего не забуто. Никто не забыт, ничто не забыто. Прекрасный, кстати, лозунг. Мы его прекрасно применим тут, да.